Вы предали их веру в вас, ведь вы были их врачом. Вы хладнокровно просчитывали свои поступки и использовали свои медицинские знания. У вас нет никакой жалости. Ни для кого не секрет, что мир переполнен людьми с пороками. Те, кто всегда найдет выгоду для себя в любой ситуации. Оказать помощь человеку – это благое дело. Но что, если вы пришли за помощью к лечащему врачу, которого видите в первый раз в жизни? Белый халат, статный и серьезный вид абсолютно не натолкнет вас на мысли о том, что что-то не так. Примерно 250 человек, чьи жизни отобрал доктор Смерть по имени Шипман Гарольд, думали точно так же. Когда доктор заглядывал к своим пациентам в дом, то дверь изнутри закрывалась, и все, что происходило там, вызывает страх и ужас. Всем привет! Сегодня мы расскажем про человека, чья внешность не вызывала никаких подозрений. Он долгое время жил, убивая людей, и ни полиция, ни родственники жертв не могли и предположить, что мужчина с милой внешностью, который должен помогать, делает все ровно наоборот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. 1946 год. Английский город Ноттингем. В семье домохозяйки и водителя грузовика случилось счастье. На свет родился милый малыш, который получил имя Гарольд Шипман. Как говорится, ничего не предвещало беды. Мальчишка рос очень активным и умным, да и за оценки не было стыдно. В возрасте 17 лет мать Гарольда умерла. Именно это событие настолько повлияло на юношу, что его жизнь изменилась на 180 градусов. Скорее всего, самое мучительное – это длительная смерть. У матери Гарольда была онкология. Из-за этого она долго мучилась. Естественно, ребенку пришлось смотреть на то, как его мама угасает день за днем. Когда мать ушла из жизни, в голове мальчишки поселилась мысль стать врачом во что бы то ни стало и спасти как можно больше людей от смерти. Конечно, это очень благородно, но в какой-то момент что-то пошло не по плану. Началась солнечная и перспективная будущая жизнь. Гарольд с уверенностью поступает на медицинский факультет, где тут же встречает свою будущую жену Примроуз. У них завязываются романтические отношения, они женятся, и возлюбленная дарит Шипману 4 прекрасных детей. Уже в 1970 году парень заканчивает учебу и получает диплом с отличными отметками, после чего устраивается на работу в поликлинику в городе Тадмардена. Гарольд всегда был максимально внимателен к своим пациентам и заботился о них, за что завоевал их любовь. Пунктуальность и ответственность – это два качества, за которые руководство любило Шипмана. Спустя 4 долгих года открылась завеса тайны. Выяснилось, что у него есть наркотическая зависимость. Когда Гарольда поймали с поличным на подделке рецептов морфия для собственного потребления, ему пришлось предстать перед судом, где ему влепили штраф в размере 600 фунтов и отпустили на свободу. Штраф был уплачен, а от зависимости Гарольд избавился в 1979 году. После всего произошедшего он отправился в город Хайд вместе с семьей, и там он вновь продолжал заниматься медицинской деятельностью. Здесь все началось с чистого листа. Он смог заработать положительную репутацию среди своих коллег. Также стал членом городских организаций и давал интервью на телевидении. Все шло настолько прекрасно и здорово, что никто не мог и подумать, когда прозвенит тот самый тревожный звоночек. Казалось бы, обыкновенный местный гробовщик, который в очередной раз получил заказ хранить вновь того, кого лечил мистер Шипман. Это настолько насторожило мужчину, и тот решил поделиться этой информацией с полицией. Главное оружие того, кто причастен к каким-либо событиям, это вежливое общение, спокойное поведение и реакция на просьбы. Именно этими качествами воспользовался Гарольд. Когда полиция наведалась с проверкой, мистер Шипман показал все необходимые лицензии и документы, мило побеседовал с полицией, после чего те ушли, а добрый доктор продолжал свою работу. И ведь столько задуматься, если бы тогда у полиции было достаточно хладнокровности, то, возможно, они бы настояли и провели более глубокую проверку, где выяснили бы, что Гарольд был уволен за наркотики. Но полиция ушла, а значит дала возможность еще на целые годы заниматься ему своими делами. Так как же он убивал? И самое главное, почему?
Для этого доктор использовал простой шприц. Приходя к своему пациенту домой, он вкалывал смертельную дозу наркотического вещества, после чего душа человека покидала тело. Причиной этого была психологическая травма, которую он получил в 17 лет, когда его мама умирала буквально на глазах. Еще тогда мальчик воспринял эту ситуацию неправильно. Он решил стать врачом, который будет спасать от страданий и мучения. Но кто имеет право отнимать жизнь человека? Не ты взял эту жизнь, и не тебе решать, что ты ее заберешь. В голове Гарольда, судя по всему, были благие мысли, и поэтому он избавлял своих пациентов от мучения, как однажды не мог избавить от страданий свою маму. После того, как он отправлял людей в иной мир, он забирал себе у них какую-либо вещь. Это могла быть незначительная безделушка или сувенир. И вот наступил момент, когда все изменилось. В 1981 году мистер Добрый Доктор решил нажиться, и, как говорится, жадность фрая разгубила, путем получения большого количества денег. Дело было так. Гарольд отправился снова исцелять пациентку Кэтлин Гранди. После того, как ее не стало, было обнаружено завещание, где говорилось, что 350 тысяч фунтов переходят по наследству к Шипману. Но дочь погибшей Кэтлин, взглянув на бумагу, поняла, что данное завещание брехня и мошенничество, и обратилась в полицию, чтобы расставить все точки над «и». Свидетели были допрошены. По словам санитара, выяснилось, что Шипман предложил медицинский опросник Кэтлин, на котором нужно было расписаться, и в свою очередь это оказалось завещание. С этого момента клубочек начал потихонечку распутываться, и все стало проявляться шаг за шагом. Сразу же всплывает ассоциация с Чикатило. Когда его пытались словить, тот в свою очередь сам взял на себя роль активиста, который ищет маньяка. Его даже один раз словили, но его спокойствие сыграло на руку, как и обстоятельствам, где выяснилось, что у серийного убийцы другая группа крови. Так и здесь. Шипмана, можно сказать, словили и отпустили продолжать спасать людей. На допросе Гарольд снова использовал свое оружие – спокойствие, но это не помогло. Близкие родственники Кэтлин не поверили в версию Шипмана. По его словам, Кэтлин сидела на героине, и он не смог ее спасти. Он просто вынудил специалистов провести эксгумацию 10-12 тел погибших, которых он сам же лечил. И выяснилось, что у всех них организм был отравлен наркотиками. Вскоре стало понятно и то, как доктор Смерть добывал наркотики для убийств в таких объемах. Одному из его прежних пациентов диагностировали рак, а затем заключили, что диагноз был ошибочным. Мистер Шипман подделал документы и продолжал выписывать диаморфин на его имя. Изучение медицинского журнала Гарольда показало, что истории болезней убитых им пациентов были изменены в день их кончины для придания правдоподобия. Следствие отобрало более 15 очевидных смертей, к которым была приложена рука доктора. В 2000 году Гарольд Шипман получил 15 пожизненных сроков за убийство и 4 года за подделку завещаний Кэтлин. Звучит так, будто у него были шансы выйти, учитывая 15 пожизненных сроков. В 2004 году, 13 января, не дождавшись одного дня до своего дня рождения, он совершил самоубийство. И это была последняя отобранная им жизнь. Какой вывод можно подвести? Опубликованный отчет о первом этапе расследования, в котором делается вывод о том, что врач общей практики убил по меньшей мере 215 своих пациентов, а возможно и больше. 171 женщина, 44 мужчины, самый старший из них была 93-летняя женщина, а самый молодой 47-летний мужчина. Гарольд Шипман на 100% виноват в том, что он делал, поскольку любой человек несет ответственность за свои поступки, но вся эта история изначально была обречена на крах. Эксперты так и не смогли установить, почему он это делал. Из-за того, что он прозвал себя ангелом, который должен спасать людей, либо он с точностью сконцентрировался на том, чтобы избавлять людей от боли после того, как видел, что его мать страдала и умерла от онкологии. И выводов здесь можно сделать два. Первый вывод для людей, кто доверяет свою жизнь в руки врачей: прислушайтесь к своей интуиции и просто будьте внимательны. Не дай бог, чтобы кто-то повторил судьбу Шипмана. Второй вывод. Подростки, которые получают психологическую травму. Вам нужно поговорить с родителями, братьями или сестрами, кто старше вас. Они помогут вам в решении ваших проблем. По истории мы точно понимаем, что психическое здоровье играет огромную роль, ведь если оно пошатнется, то свою жизнь можно закончить еще в раннем возрасте, а в конце уйти со страданием и болью. Огромное
Огромное спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал. И в Telegram зайдите. До новых встреч, друзья. Пока.